Всем привет! Давненько с вами не виделись. Я разрабатывал свой новый флагманский курс Unreal Engine C++ Pro проектирование игровых систем. Вчера вышло промо-видео курса, в котором вся информация сконцентрирована в 10 минутах. Максимально рекомендую к просмотру. Остальные подробности можно найти на сайте ue-pro.com. В данном видео поговорим о деталях в более размеренном темпе. Как приобрести, чему научитесь, какие материалы получаете после приобретения, для кого и зачем проходить данный курс. Аудиодорожка курса пока что только на русском языке, но к каждому видео имеются субтитры как на русском, так и на английском. Субтитры качественные и отредактированы вручную. Всем патронам огромное спасибо за поддержку. Отдельная благодарность патронам верхнего уровня. Все старые патроны с верхнего уровня на момент выхода курса получили его бесплатно. Огромная просьба подписываться на канал, ставить лайки, включать уведомления. Все это сильно помогает развитию канала, даже если я на некоторое время отсутствую и занят новым курсом. Также вступайте в телеграм-канал. В канале выкладываю много полезной информации по компьютерной графике, Unreal Engine и программированию в целом. У кого имеется возможность поддержать на Boosty или Patreon, буду крайне признателен. Переходим к содержательной части, поговорим про новый курс. Меня зовут Юрий, я занимаюсь разработкой программного обеспечения уже более 20 лет. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Работал разработчиком в различных сферах, начиная от программирования микроконтроллеров и мобильных приложений и заканчивая разработкой игр, компьютерной графики и виртуальной реальности. На самом деле все начиналось с разработки на экшн-скрипте под Flash. Об этом я подробно рассказывал в видео «Краткая история игровых движков». Веду образовательный проект LifeXE, и также многие меня знают как автора курса Unreal Engine полное руководство по разработке на C++. Мой новый курс называется Unreal Engine C++ Pro проектирование игровых систем. Крупноблочно курс делится на две большие части. Первая часть — это теоретическая основа хорошей архитектуры программы или игры на C++. Модуль детально разбирает управление памятью, от умных указателей до теории Garbage Collector в Unreal Engine, применение функций от указателей до лямбда выражений, теорию паттернов проектирования, Solid, тестирование и чистый код. Второй — практическая часть, современная реализация игры Змейка, написанная с нуля на Unreal Engine, с применением архитектурного паттерна Model View Controller для ядра игры и Model View View Model для пользовательского интерфейса. Такой подход делает ядро игры независимым от движка, позволяя легко переносить его, тестировать и повторно использовать код с любым другим графическим C++ фреймворком. Для того, чтобы материал усваивался глубоко, курс построен на цепочках знаний. Каждая тема логически вытекает из предыдущей и подготавливает к следующей. Применяю свой авторский подход C++ First. Сначала прочный фундамент C++, а затем Unreal Engine. О цепочках знаний поговорим в видео чуть попозже. Курс предназначен для прокачки middle разработчиков. Материал не для новичков. На официальном сайте проекта имеется тест. Рекомендую его пройти перед приобретением курса. У курса имеется открытый урок про градацию разработчиков. По опыту предыдущего курса люди очень часто путают уровень Junior и уровень 0. Видео открытое, поэтому рекомендую его посмотреть. То есть, если вы оцениваете себя джуниором по адекватной шкале, то данный курс также вам подойдет. Курс создан для разработчиков, которые хотят повысить свой уровень компетенции, которые стремятся писать качественный и долгоживущий код. То есть код программы игры, которая поддерживается годами. Если для вас важна не только внешняя работоспособность программы, а также ее внутренняя красота, то курс идеально вам подходит. Курс размещен на платформе Teachable, поэтому перед покупкой, особенно если вы используете VPN, убедитесь, что все видео корректно открываются. У курса много открытых уроков, на них можно протестировать. Также перед покупкой проверьте создание аккаунта на платформе Teachable. Для этой цели я выложил все лекции из серии игрового движка отдельным курсом. И данный курс абсолютно бесплатный. Разработка курса проектирования игровых систем заняла 1,5 года. Текущая версия курса содержит 270 видеолекций общей продолжительностью более 24 часов.
На платформе каждой лекции можно писать комментарии и задавать интересующие вас вопросы. В поддержку курса я создал гигантские вики на своем собственном движке, и каждая из 270 лекций имеет собственную страницу с дополнительными материалами по теме, которые можно изучать в зависимости от вашего свободного времени. В вики имеется удобный поиск по материалам, все страницы на 2 языках, русском и английском, и также можно устанавливать как белую, так и темную тему интерфейса. Все участники курса получают доступ к репозиторию и финальной сборке игры. Курс содержит домашние задания и практические тесты для закрепления пройденного материала, и также в вики содержится отдельный мини-учебник по делегатам в Unreal Engine. Данный раздел курса текстовый. При написании кода по курсу не рекомендую писать его с помощью искусственного интеллекта. Старайтесь все писать самостоятельно. Но в то же время приветствуется разумное использование AI-агентов для глубокой проработки отдельных топиков. Ну и в данном подходе важно умение валидировать информацию, поэтому если у вас имеются сомнения по поводу информации, которая была сгенерирована AI-агентом, то просите его прислать ссылки на источники. В программировании знания выстраиваются подобно зданию, кирпич за кирпичом, начиная с надежного фундамента. Не случайно термин «архитектура программы» пришел из строительной сферы. Без прочной основы любая сложная система рухнет. Чтобы материал усваивался глубоко, курс построен на цепочках знаний. Каждая тема логически вытекает с предыдущей и подготавливает к следующей. Цепочек знаний на курсе достаточно много, мы с вами рассмотрим самые фундаментальные. Память, функциональные объекты, паттерны, тестирование и непрерывная интеграция в целом. Все темы мы сначала подробно рассматриваем на сыром C++ и лишь потом переходим в Unreal Engine. В цепочке память начинаем свой путь с сырых указателей, далее изучаем одну из основных идиом C++ RAI, после этого переходим к умным указателям Unique Pointer, Shared Pointer и Weak Pointer. После этого посмотрим, как устроена память в Unreal Engine, разберемся с дихотомией памяти, изучим основные алгоритмы сборки мусора, и после этого переходим к семействам умных указателей Unreal Engine и макросу uProperty. Далее идет крайне важная цепочка курса, которая называется Callable, так называемые вызываемые сущности в C++. Начнем с функции, именованного блока кода, который выполняет определенное действие. Далее вспомним указатели на функции. Это самый первый способ превратить функцию в значение, которое можно передавать, хранить, сравнивать. Но имеется ограничение, нет состояния, то есть нельзя захватить контекст. Далее поговорим про функторы. Это классы с перегруженным оператором круглой скобочки. Функторы решают проблему состояния. Объект может хранить данные и вести себя как функция. Это уже шаг от указателя на код к объекту с поведением. Рассмотрим подмножество функторов, предикаты. Это функторы, которые возвращают булево значение. После этого переходим к лямбда-выражениям. Это синтаксический сахар над функторами. Компилятор сам за нас генерирует структуру с оператором круглой скобочки. По сути, лямбда-выражения убивают боль ручного написания функторов. Далее рассмотрим std function. Это контейнер стирания типов, который умеет хранить любую из вышеперечисленных сущностей под единым интерфейсом. После этого рассматриваем некоторые алгоритмы из стандартной библиотеки. STL — это потребитель всего вышеперечисленного. Обобщенные алгоритмы, которые параметризуются любой callable сущностью. После всех этих тем C++ фундамент построен, и мы спокойно можем переходить в область Unreal Engine. В движке имеется несколько собственных шаблонов для хранения callable сущностей: T-Function, T-Function-Ref и T-Unique Function. Все мы их с вами рассмотрим. Дополнительно изучим несколько алгоритмов из анриловского пространства имен Algo, в котором находятся аналоги алгоритмов из стандартной библиотеки. Будем учиться писать чистый код без сырых циклов. Идиома называется No-Row Loops. И также применим механизм проекции в Unreal Engine, который позволяет элегантно передавать свойства объектов в алгоритмы без написания лишних лямбд. По паттернам будет много теории и куча примеров из геймдев. Вначале посмотрим на стандартную классификацию паттернов, что такое дизайн-паттерн, чем он отличается от архитектурного паттерна и что такое антипаттерн. Досконально на примерах разберем фундаментальные принципы объектно-ориентированного проектирования, принципы Solid. Они нам понадобятся для анализа паттернов. Каждый паттерн, который мы будем изучать в курсе, мы будем изучать по определенной схеме. Сначала решаем модельную проблему наивно,
После этого смотрим, какие принципы Solid нарушает решение в лоб. Далее делаем рефакторинг кода, переписываем его с использованием классического паттерна проектирования. А после этого улучшаем классический паттерн с помощью современных возможностей C++. В цепочке тестирования сначала закладываем фундамент на основе теории, рассмотрим все основные определения из теории тестирования, какие бывают тесты, зачем проводить тестирование, какие могут возникнуть проблемы, создаем мощный тезаурус по тестированию. Далее рассматриваем ассерты в C++, это основа основ любого теста. Посмотрим, какие бывают ассерты в классическом C++, зачем их применять и какие могут возникнуть проблемы. Далее рассмотрим все семейство ассертов в Unreal Engine, это check, verify и ensure. У каждого семейства имеется много макросов, мы с вами их все рассмотрим. Далее поговорим про основную идиому тестирования, это идиома AAA, Arrange, Act, Assert, и ныряем в изучение Unreal Automation Spec. Разберемся со структурой теста в Unreal Engine, с основными макросами, как писать юнит-тесты, как выставлять фильтры, разберемся с латентными командами, научимся загружать и открывать карту в тесте, спаунить определенный блюпринт, тестировать виджеты. Все это делаем под последнюю версию движка. В последних релизах Unreal Engine были значительные изменения в Automation Spec. При написании продакшн кода мы будем использовать непрерывную интеграцию. То есть сначала пишем код, после этого пишем тесты, смотрим, что все тесты проходят. Далее занимаемся рефакторингом, если нужно. После этого снова запускаем тесты, так называемое регрессионное тестирование. И обязательно делаем построение проекта. То есть после каждого пройденного раздела у нас с вами будет рабочий игровой билд. Это крайне важная практика для раннего обнаружения ошибок. Помимо фундаментальных цепочек имеются более конкретные вещи. Например, чтобы разобраться с MVC или понять, как работают делегаты в Unreal, необходимо четко понимать, как работает паттерн-наблюдатель. А для того, чтобы реализовать паттерн в современном C++, необходимо знать теорию функций. Максимальные подробности со всей информацией можно найти на официальном сайте проекта. А если имеются дополнительные вопросы, пишите их в комментарии или на саппорт-почту. Всем заранее огромное спасибо за приобретение курса. Курс большой и насыщенный. При полном погружении прохождение займет несколько месяцев. Отдельные лекции и материалы вики можно использовать как справочник и возвращаться к ним, когда потребуется нужная информация. Желаю всем классного, сосредоточенного обучения, но обязательно не забывайте получать кайф от своих результатов. Скоро увидимся!